Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить чудесные пончики с разноцветной глазурью. Можно сказать, что это ремикс моего давнего видео, но я внесла некоторые изменения, и на мой взгляд пончики получились еще лучше и вкуснее. Как говорится, пончиков много не бывает. Они получаются невероятно пышные, воздушные, очень красивые и вкусные. Рекомендую их приготовить и попробовать. Для приготовления теста мне понадобится в первую очередь в теплом молоке, температура которого примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества, всыпаю дрожжи, хорошо перемешиваю и оставлю постоять примерно минут 5. В отдельной миске смешаю яйцо, сливочное масло, сахар, соль. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И сегодня для аромата в тесто я добавлю еще буквально щепотку мускатного ореха. Хорошо перемешиваю. Для рецепта я использую яйцо крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 68-70 граммов. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть теплыми, комнатной температуры. Просеиваю в миску муку. Не всю, немного муки оставлю. Для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Буду смотреть по консистенции теста. Дрожжи замечательно подошли. Вливаю их в муку. Добавляю масло с яйцом и с сахаром. Начинаю замешивать тесто сначала лопаткой. Добавляю всю оставшуюся муку. И теперь домешу тесто руками сначала в миске, а затем на столе. Вымешиваю его примерно в течение 5-7 минут. Тесто получается очень нежное, мягкое, не забитое мукой. Подкатываю его в шар. Беру миску. Смазываю ее слегка растительным маслом без запаха. Перекладываю в нее тесто. Закрываю пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Тесто у меня вот так великолепно подошло. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю тесто. Также слегка подпыляю мукой. Немного растягиваю его руками. И теперь раскатываю скалкой до толщины примерно 1 сантиметр. Тесто такое воздушное, очень красивое. Вырезать пончики я буду при помощи выемки, диаметр 9,5 см. И также у меня вот такая насадка для крема. Буду вырезать серединку. Выемку окунаю в муку и вырезаю пончик. Конечно, вы можете вырезать пончики любого диаметра, какой вам нравится. Больше или меньше. Мне кажется, как раз диаметр 9,5 получается такой оптимальный. И не слишком большие пончики, и не слишком маленькие. И вырезаю серединки. Можно вырезать серединку обычной крышкой от бутылки. Излишки теста собираю. Снова подкатываю их в шар и дам тесту отдохнуть минимум 10-15 минут. Заготовки пончиков я переношу на пергаментную бумагу. Выкладываю на расстоянии друг от друга. Накрываю сверху полотенцем. Дам тесту постоять минут 10-15. Раскатываю оставшуюся часть теста. Этот кусочек теста снова оставляю отдохнуть, а заготовки переношу на бумагу. И теперь пергаментную бумагу я разрезаю. Пончики я буду выкладывать в масло прямо на бумаге. Это очень удобно. Они, когда вы их выкладываете, не поменяют свою форму, будут оставаться вот такими же красивыми. Если вам неудобно разрезать бумагу с пончиками, вы можете сразу подготовить вот такие кусочки бумаги. Пончики жарим во фритюре. Я буду это делать вот в такой большой сковороде вок. Мне так удобно. Наливаю растительное масло. Проверяю, разогрелось ли масло.
Можно это делать при помощи деревянных палочек. Если идут пузыри, масло разогрелось. Либо можно забросить кусочек теста. Оно всплывает, начинает обжариваться, масло разогрелось. Оно не должно быть слишком горячим, чтобы пончики сразу не начали гореть в масле. И теперь аккуратно выкладываю в масло пончики. Пергаментную бумагу я сразу убираю. Тесто очень нежное. Если бы вы брали пончики руками, оно просто бы примялось. И теперь на среднем огне обжариваю пончики до красивого золотистого цвета. Примерно 5 минут, чтобы тесто хорошо пропеклось внутри. Очень аккуратно переворачиваю пончики и обжариваю со второй стороны. Посмотрите, какие они получаются красивые, такие воздушные, пышные. Первая партия пончиков готова, и я их достаю на тарелку с бумажными полотенцами. Вот такие красивые пончики получились. И, конечно, сразу отправляю обжариваться следующую партию. Все пончики испеклись. Всего у меня их получилось 12 штук. И теперь по желанию пончики можно украсить, сделать для них глазурь. Я буду делать разную глазурь, разноцветную. В пиалку я насыпаю 2 столовые ложки сахарной пудры и добавляю немного молока. Перемешиваю, добавляю еще немного молока. Густоту глазури корректируйте сами, какую вы хотите, более такую плотную или менее. Все это зависит от того, сколько жидкости добавить в сахарную пудру. Вот для первых 3 пончиков мне этой глазури вполне будет достаточно. И здесь уже как вам удобно. Либо можно пончик сверху намазать кисточкой глазурью, либо окунуть прямо в глазурь вот таким образом. И теперь, пока сверху глазурь еще не застыла, можно посыпать все разноцветными посыпками. Добавляю сахарную пудру, немного молока. И следующую мою глазурь я хочу сделать с карамельным вкусом. Здесь у меня сливочная карамель. У меня часто дома бывает такая заготовка для каких-либо других рецептов. И хорошо теперь все перемешиваю. Сахарную пудру, молоко и сливочную карамель. Если масса получается еще густая, добавляю молоко. Вот такая консистенция глазури меня устраивает. Окунаю пончики в карамельную глазурь. И пончики с карамельной глазурью я присыпаю сверху арахисом. Обжаренный, чуть соленый арахис. Он прекрасно сочетается с карамелью. Следующую глазурь я хочу сделать такого розового цвета. Для этого я взяла свеклу, натерла ее на мелкой терке и отжимаю через сито сок. У меня получается такой натуральный краситель. И теперь в сахарную пудру вместо молока вливаю сок свеклы. И хорошо перемешиваю. Если глазурь получается густая, сюда можно добавить немного воды. Цвет получается очень яркий, насыщенный. Окунаю пончики в глазурь. И для последней глазури черный шоколад я растоплю в микроволновке с небольшим количеством молока. Также в глазурь можно добавить чуть-чуть растительного масла без запаха. Тогда она получается еще вот такая блестящая. И точно так же посыпаю шоколадные пончики посыпками. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.